Привет, я Челси. Сегодня я вам покажу новый баг, на котором я долго думал. Это совершенно необычный баг, который еще никто не видел. Вот, сегодня я его показываю. 3 месяца мы ничего нового не делали, потому что мы делали самые обычные заказы по металлообработке. У нас ведь самый обычный завод с хорошими станками, мерительным оборудованием, мы можем делать любые работы. Поэтому, если вам надо что-то кроме сигарет, обращайтесь в магазин. Мы можем это тоже сделать и хотим это сделать. Но смотрите вы этот обзор ради бага. Итак, я показываю наш новый баг. Мы его назвали Tank Inside Out. Это баг совершенно необычный. Вы не видели похожих багов никогда в своей парительной жизни. В чем причина создания этого бага? В силу объективных причин мне очень тяжело самому мотать. Но это получается плохо. Не хочу рассказывать почему, поверьте на слово. Так получилось. Поэтому баки с моей намоткой очень часто текут. Короче, все плохо. Вот. Поэтому мне хотелось сделать бак, который бы никогда не тек, в котором бы не было о-рингов. Потому что о-ринг тяжело преодолевать, когда закручиваешь. Я никогда не любил резинки, и мне всегда хотелось сделать бак так, чтобы в нем все части стыковались и работали как надо, без помощи резинотехнических изделий. Сейчас я его разберу и покажу, что я для этого сделал, чтобы получилось. Итак, разбираем бак по порядку. Вынимаем дриптип, откручиваем крышку. На ней, как я сказал, нету о-ринга, что мне очень нравится, и на ней резьба шагом 1. Это большая, крупная, удобная резьба, через которую никогда не будет выдавливаться жидкость, позже увидите почему, и которую всегда легко закручивать. Все. Далее, вот это бачок для жидкости. Не удивляйтесь, вот так я сделал бачок для жидкости. Чтобы его вытащить, его вначале надо закрутить. Вытаскиваем колбу. И нам открывается бачок для жидкости. Вот здесь, собственно говоря, жидкость, а пар идет по бокам бачка. Выкручиваем бачок. Вот он. Вот единственный о-ринг. Это в крышке. Я мог тут тоже сделать резьбу, но решил, что так и быть, одну резинку оставлю. Вот это вот то, что вы видите, это кольцо обдува на 2 спиралей, я его снимаю, и вы видите купол. То, что я называю словом купол, потому что не знаю, как его называть. Тут есть, видите, одна прорезь, тут есть вторая прорезь для обдува спирали. Когда купол закручен, прорези всегда точно напротив спирали. Так задумано и так сделано. Я откручиваю его сейчас купол и покажу саму площадку. Вот он. Видите, площадка на 2 спирали. По центру закручивается бачок жидкостью и по бокам ванночки для укладки ваты. Места более чем достаточно. Сюда станет ваш любимый порнокойл типа Клэптон. Те, кому, для любителей порнухи, конечно. В общем, станет что угодно, 2 или 1 спираль. Сейчас я поставлю вату и покажу, как это работает. Сейчас в кадре вы видите другие руки, не удивляйтесь. Я же говорил, что у меня есть проблемы с укладкой и намоткой. Это наш программист, который придумывает, в общем-то, все, технологию и много дизайна. Его зовут Анатолий. Он сейчас уложит вату перед камерой. Как обычно, смачивает жидкостью. Сейчас он немножко опустит спирали вниз. Толик, покажи. Стой, подожди. Стой. Так как в бачке очень крупная резьба и удобная тоже, если вата не попала точно в баночки, ничего страшного. Бачок ее просто, он отрежет все лишнее.
Толик, покажи, да, вот. Вот так примерно выглядит укладка ваты в новый бак. Как вы видели, все-таки нужен какой-то навык. У меня не получается, но ничего сложного нет. Все доступно и все просто. После чего накручивается купол. Видно, что спирали находятся точно напротив прорези. Потом закручивается бачок. Одевается кольцо обдува. Так как у нас сейчас мы используем две спирали, то мы задействуем две группы противоположно направленных отверстий. Закручиваем колбу. Заправляем. Не надо доливать до самого верха, все-таки там есть, оставьте место для крышки. Нет, еще налей. Ну, можно еще, но хватит для обзора. Откручиваем бачок. Закручиваем крышку. И одеваем дриптип. Все. Ну вот, бачок закручен. Сейчас я вам покажу, как он работает. Стоит 22,5 ватта, 0,9 Ом. Две спирали, но без проблем можно использовать и одну. Не течет, нет конденсата. В бачке все работает. Сейчас я перечислю еще раз, почему я его делаю. Итак, удобная резьба на крышке. Шаг 1 без резинок. Откручивается, закручивается без проблем. Причина: я не люблю резинки, потому что это зло. Холодный пар. Он идет не по центральному, как вы увидели, паропроводу, а между стенками бака и бачка для жидкости. Он получается холодным и вкусным, который любят все. Жидкость не контактирует с наружной стенкой бака. Я этого именно хотел, по причине, чтобы никогда не было утечек. Вам никогда не попадет в рот раскаленная жидкость. В этом баке это исключено. Если есть необходимость добраться к спирали после заправки, тут нет проблем. Надо просто бак развернуть и раскрутить его наоборот. Добраться к спирали при заправленном баке легко и просто. Ну, собственно, это все. Ну, самая приятная новость – это то, что впервые в Mini Tools у нас нет предзаказа. Мы сделали серию баков, которая готова к отправке. Make your choice.